в прошлой серии бедной Насти. Ты воспользовался ее слабостью. Мы оба были в отчаянии. Мы не знали, как помочь друг другу. Вы предали своего государя и отправитесь под суд. А кто-нибудь из вас подумал обо мне? Может быть, вы, маменька, когда выдавали меня замуж? Или вы, отец, когда развлекались с Марфой? Замолчи! Но если я сейчас не буду отвечать за свои действия, я никогда не стану достойным монархом. Вы обвиняетесь в государственной измене. И на сей раз вам не выкрутиться. Маменька, Что случилось? Михаил не вернулся домой вчера вечером. Фу ты, Господи. Напугала меня. Я уж думала, Забалуев опять что-нибудь выкинул. Стала бы я из-за этого так беспокоиться. Ну, Миша же государственный человек. У него могут быть дела. Его арестовали, маменька. Господи, с чего ты взяла? Все из-за этой Калиновской. Он скрыл от императора, что она жива, и теперь его осудят за предательство, маменька. Боже мой, Лиза, успокойся. Успокойся, слезами горю не поможешь. Во всяком случае, надо поехать в уезд и узнать, в чем там дело. Хорошо. Маменька, я поеду сейчас. Конечно. Подожди, Лиза. Останься, я хочу с тобой поговорить. Маменька, если можно позже, мне нужно поехать к Михаилу, у него Подожди. В твоих интересах забыть этого человека. Как? Он мне так дорог. Почему же ты не думала об этом, когда шла в спальню Корфа? Ей есть с кого брать пример. Ты должна была подумать о последствиях. А вы всегда думали о последствиях, Петр Михайлович? На нашу семью свалилось много бесчестия. И нового позора я не потерплю. Владимир должен жениться на тебе. Я сказал на допросе, что ты здесь ни при чем. Вся вина на мне. Ты думаешь, что я буду прятаться за твоей спиной? К тому же я сам виноват. Кстати, мне ничего не стоило выполнить приказ императора. Доложить о Калиновской, цесаревиче. Да. Но тогда мне было бы скучно. Торчал бы здесь один. А я бы тебя предал, да? Как бы не так. Приятно навестить вас, господа, в столь уединенном месте. Надеюсь, на сей раз вы здесь надолго. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил.
Создателя молю. Я за тебя, Создателя, молю. Что вам больше по душе, ссылка или каторга? Я могу похлопотать. А, может быть, сразу виселица? Я на все согласен, Андрей Платонович. Лишь бы от вас подальше. Вам-то что больше понравилось? Чтобы мы тоже за вас могли словечко замолвить. Вы ведь здесь можете в любую минуту оказаться. Не стоит беспокоиться, господа. Нам теперь не по пути. У вас дорога дальняя, в Сибирь, а то и хуже. А мне в Санкт-Петербург пора. Для вас, Андрей Платонович, дорога одна, в гиену огненную. За верную службу императору я получу славу и деньги. А Елизавете Петровне я позабочусь. Обещаю вам, господин Репнин, должен же кто-нибудь приголубить горемычную вдовушку соломенную. О, не стоит. Не стоит так резко, господин Репнин. К вашей ссылке могут добавить годок-другой. Добрый день, господа. Рад приветствовать вас, ваше высочество. Зашли навестить моих друзей? А ну что вы, как можно? Здесь место для преступников. Я лишь напутствую их перед дальней дорогой. Ну, не такая уж она и дальняя, чтобы им понадобились ваши напутствия. Вам разве еще не известно? Господа Корф и Репнин свободны? Как? Друзья, император даровал вам свободу. Вы правы, здесь место для преступников, а не для тех, кто защищает честь женщины. Я ведь не о себе думаю, а о ребенке нашем. Танечка, нельзя тебе волноваться. А что, если мы с вами сродники? Господи, ужас-то какой. Ну, посмотри на нас. Посмотри. Разве мы похожи? Ну? И то правда, но... Сычиха говорила о каком-то проклятии рода Долгоруких. А если и на ребенке нашем? Хочешь, я сам пойду к Сычихе и обо всем разузнаю? Ради твоего спокойствия. Угу. О, здравствуйте, мадемуазель. Ваше сиятельство, я бы очень хотела... Если вы рассчитываете повидать его величество, то зря теряете время. Нет, ваше сиятельство, я искала именно вас. Меня? Да, Александр Христофорович. Ничего. Александр Христофорович, я очень вас прошу, не откажите мне в любезности. Нетрудно догадаться, о чем вы собираетесь попросить. Снова свидание с Корфом, да? Неужели вы предпочитаете сцене тюремную камеру? Барон Корф – слишком частый гость в крепости. Нет, моя просьба более дерзка. Хотите передать посылку, да? Что-нибудь вкусненькое? Нет, все не так просто. Я умоляю вас, освободите его, он ни в чем не виноват. Дитя мое, неужели вы думаете, что я всегда буду помогать вам бескорыстно? Вы согласитесь на некоторые мои условия?
Условия? Сейчас мы все спокойно с вами обсудим. Прошу вас. О каком браке вы говорите? Владимир не любит меня, и я не люблю его. Почему ты не подумал об этом раньше, когда шла к нему? Ты решила кого-то наказать. Ты добилась своего, наказала себя. Мы все совершаем ошибки. И почему, папенька, вы не можете простить меня? Ты опозорила семью. Другого выхода нет. Честь семьи или мое счастье, что для вас дороже? Хватит с меня! Хватит с меня брака с Забалуевым! Вы не понимаете, что такое жить с нелюбимым. Все, никаких возражений. Я встречаюсь сегодня с Владимиром и обсуждаем все вопросы. Вот как? Вы уже все решили? А кто, собственно, вам дал право, Петр Михайлович, решать судьбу моей дочери? Я отец. И я не потерплю позора. А где вы были, когда Корф отверг ее? Кто утешал ее? Мать. Так позвольте уж мне распоряжаться ее судьбой. Мы знаем ваше распоряжение. В царской канцелярии до сих пор не могут решить о расторжении брака с Забалуевым. Да, Забалуев оказался прохвост. Ну и что с того? Я-то хотела счастья, Лизе. И я хочу счастья. Мы мечтали с Иваном Ивановичем о свадьбе Лизы и Владимира. Тогда мы любили друг друга. Любовь никуда не исчезла. Она вернется, поверь мне. Я люблю Михаила. Все, Лиза, оставим эти споры. Поздно. Слишком поздно, Петр Михайлович. Вы вспомнили о существовании своих детей. Ищите свою другую дочь. Возможно, она несчастна, нуждается в вас, страдает, хотя в глаза вас не видела. А уж моих детей оставьте, пожалуйста, в покое. И давно вы говорили о том, чтобы я не искал ее? Нет, я просто думала, что она не существует, но теперь, кажется, есть доказательства. Да, есть доказательства. Есть. Есть одеяльце с монограммой буквы А. Вот и ищите это одеяльце с буквой А. А мы с Лизой будем уж поступать, как знаем. Жили без вас год и еще проживем. Вы все время упрекаете меня в бесчестии. Все время напоминаете мне о моем долгом отсутствии. Так вот, теперь я дома. Я отец. Я твой отец, Елизавета. И Владимир женится на тебе. Это мое последнее слово. Я не могу допустить осуждения преданных мне людей. И как же на этот раз вам удалось убедить его величество? А разве можно судить защитников слабой женщины? Ну, Калиновская, прошу заметить, пошла против воли императора. Это преступление. Господин Забалуев, она боролась за свое счастье. Скорее заслуживает сожаления. А ее пособники заслуживают прощения. Как интересно! Доброта Его Величества поистине не знает границ. Да. Между тем настоящие преступники, убийцы, освобождаются из тюрем и разгуливают на свободе. Меня освободил суд. Суд. Приятно. Приятно, Андрей Платонович, что вы сразу поняли, кого я имею в виду. А мы еще вернемся к этому разговору. Убийца должен быть осужден.
Согласен, Ваше Высочество. Полностью согласен. Позвольте удалиться. До встречи. Да-да-да. Да-да-да. До скорой встречи. Да-да-да. Да-да-да. Папенька, ваше решение несправедливо. Что с вами? Вам плохо? Ничего, ничего. Я огорчила вас. Лизонька, я не желаю тебе зла. Поверьте, в ту ночь я не думала о репутации семьи. Я думала только о себе. Мне было так плохо. Все рухнули, все надежды. Расторжение брака. И вы сказали, что я должна смириться. Дай мне лекарство. Может быть, доктора? Пройдет, пройдет. Сердце? Давайте я пошлю за доктором. Не надо. Доктор мне не поможет. Мне нужен мир и покой в семье. Иначе зачем жить? Честь семьи для вас дороже жизни. Не дороже. А это и есть жизнь. Ну, ты еще молода. Станешь постарше, ты меня поймешь. И не будешь меня осуждать, да? Маменька так не простила вас. Вот именно. А ты думаешь, князь Репнин когда-нибудь забудет, что ты была в постели его лучшего друга? Мне очень жаль. В нашей семье было слишком много лжи. И теперь я хочу говорить только правду. Папенька, я понимаю, что вы хотите наказать меня. Но зачем вы избрали для этого брак с Владимиром? Ну, и спойте мне что-нибудь. А что вам по душе? Да что угодно. Впрочем, нет, вот мой любимый романс в вашем исполнении. Вот нота. Признаюсь, для меня нет большего наслаждения, чем музыка. Надеюсь, вы не осудите старика за желание еще раз услышать ваш прелестный голос. Ну что вы, Александр Христофорович, я с огромным удовольствием спою. Как ты себя чувствуешь? Так, как будто в меня стреляли. А кто стрелял-то, помнишь? Нет, я ничего не помню. Память потеряла. Ну, это ты хитришь, милочка. Это мы проходили. Я тоже память теряла, был такой грех. Я за свои грехи сполна ответила. Об одном жалею, что живой осталась. Видно, не время умирать-то. Не за все свои провинности расплатилась. Главного не сказала. Где Анастасия? Что ты с ней сделала? Что? Что с тобой? Господи!
Ну, выпей воды, не умирай только. Одни напасти. От одной напасти избавились, теперь другая. Петр совсем с ума сошел. Лизу хочет за Корфа замуж выдать. Теперь еще это Анастасия. Где ее найти? Где? Ну, жива? Жива, слава богу. Корф ее суженый. Я давно говорила. Лиза будет его женой. Другого Лиза любит. И не выдам я ее за Корфа. Не выдам. Хватит, натерпелась девчонка. От судьбы не уйдешь. А ты помоги. Помоги уйти-то. А? Скажи, где Анастасия? Где ее искать? Пусть Петр ее ищет, пусть найдет. Пусть время-то пройдет, он от Лизы-то и отстанет, а? Не знаю. Я не знаю никакой Анастасии. Не знаю я никакой Марфы, не мучи. Не мучи меня расспросами. Прошу тебя, оставь меня. Оставь меня в покое, уйди. Уйди. Совсем не позабыть, ах, лучше вас совсем не позабыть. К вам часто мчит привычное желание и слез любви. Нет сил остановить несчастье об вас, воспоминания, но более несчастье вас забыть, но более несчастье вас забыть. Ваше Величество, я... Ой, простите меня. Ради Бога, простите, я... Это... Ну чего же? Вы чудесно пели. Благодарю вас, Ваше Величество. Александр Христофорович попросил меня, и я не посмела отказать. Но я пришла сюда, чтобы... Что вы хотели, мадемуазель? Произошла чудовищная ошибка. Я должна исправить ее. Вы дали приказ арестовать барона Корфа и князя Репнина. Но они невиновны. Это я. Я скрывала Калиновскую. И если кто-то должен ответить за это, то только я. Никогда бы не подумал, что такая миловидная особа с чудесным голосом может нарушить закон. Разве вы не знали, что, укрывая Калиновскую, совершаете преступление? Простите, Ваше Величество, я готова понести любое наказание. Я могу вас простить, если вы споете только для меня. Я готова хоть целый день петь для вас, Ваше Величество. Но неужели
Из-за этого вы освободите Корфа и Репнина? Вы мне не верите? Нет, ну что вы, я не смею, но все же. Мне жаль, мне очень жаль, что вы решили связать свою судьбу с таким сомнительным человеком, как барон Корф. Он недостоин вас. Ваше место на императорской сцене. Там вы станете настоящей примой. Благодарю вас, Ваше Величество. Но я люблю Владимира. И только с ним буду счастлива. Такая настойка хвалы. Но не буду мучить вас. Корф и Репнин уже на свободе. Ну, вы должны выполнить свое обещание. Думаю, вам не хочется в тюрьму. За освобождение. Нет. Лучше за то, чтобы никогда не попадать в подобные переделки. Согласен. Я к Долгоруким вчера напугал Лизу, ну, что угожу в тюрьму, и она волнуется. Я очень рад за вас. Дай Бог вам счастья. Выпьем? Нет. Не могу. Надо успокоить Лизу. Подожди, Миша. Ты должен кое-что узнать о прошлом. Забудь о прошлом. Лиза тобой больше не интересуется. Да я скорее буду ревновать ее к Забалуеву. Что вам угодно, господин Забалуев? Ну, вы знаете, что Корф и Репнин на свободе? Знаю. Об этом ходатайствовал его высочество Александр. Но ведь они укрывали Калиновскую, эту преступницу, которая нарушила все мыслимые и немыслимые законы. Из-за этой особы жизнь наследника престола подвергалась опасности. Я не понял, вам что, не нравится желание наследника? Или, может быть, вас не устраивает решение государя-императора? Так я ему могу доложить об этом. Ах, это его величество так считает? Ну, кто ж стал возражать тогда? Ну, конечно, если его величество считает, что они не преступники, будь они хоть трижды преступники. Но если его величество так считает... Спасибо большое. Большое спасибо. Премного благодарен. Полагаю, у вас все? Почти. Есть еще одно, можно сказать, неприятное дело. Цыгане, которые проживают в нашем уезде. Так, господин Забалуев, какого черта? Почему меня должны интересовать какие-то цыгане, проживающие в вашем уезде? Вы знаете, чем занимается третье отделение? Да. Ну, вы не смеете мне больше рассказывать о всяких там цыганах. Но... Дело это весьма непростое. Я не стал докладывать о пустяках. Но это происшествие, в котором замешаны цыгане, могло потрясти государство российское. Но не потрясло. Но могло потрясти, но не потрясло. Ну? Вы когда-нибудь научитесь докладывать внятно? Что из вас? Каждое слово клещами надо вытягивать?
Недавно в придорожном трактире один цыган едва не зарезал наследника российского престола как последнюю курицу. Что? А Корф и Репнин даже не заметили этой опасности. Они были выпившие, просто выпившие. А князь Репнин, по-моему, ведь он был специально направлен, чтобы охранять наследника. А вы-то куда смотрели? Вы куда смотрели? Я же вам приказал не спускать глаз его высочества. А я не спускал. Спускал! Имей в виду, если что-нибудь с ним случится, я тебе голову оторву. Да, много лет назад мы сидели с Иваном Ивановичем, он за столом, я здесь, в кресле. Сидели, мечтали. Да, отец любил мечтать. Мы были молоды, счастливы. Подрастали дети. Глядя на вас с Лизой, мы думали, что мы обязательно породнимся. Петр Михайлович, с тех пор многое изменилось. Многое. Я не думал, что барон не доживет до этого дня. Но ты взрослый, Володя. Пора уже воплощать наши мечты в жизнь. Дети не могут воплощать грезы своих родителей, если они расходятся с их собственными мечтами. Мне сейчас не до пафосных речей. Лиза обесчещена. Ты во всем признался. Ты должен на ней жениться. Кто вызволил вас из тюрьмы? Кто спас от неминуемой каторги? И это награда за мое доверие. Благодетель, благодетель. Молчать, молчать. Кто мне донес, что Калиновская находится в поместье Корфа? Кто? Но она действительно там была. Государь бросает все государственные дела, мчится туда. И что он там видит? Что? Он видит вашу кислую физиономию, он видит. Как вы могли допустить, чтобы мои люди пошли по ложному следу? Ну, смею вас заметить, что вы сами дали указание следить за его высочеством. Тогда хорошо. Тогда почему цыгана, который поднял на него руку, еще не вздернули? Виноват, вот тут виноват. Скрылся он, но я его найду, из-под земли достану. Честью клянусь. Я не ослышался. Чем? Честью. Честью. Выбор у тебя, голубчик, невелик. Если не сделаешь этого, я тебя в порошок сотру. За невыполнение задания тайной полиции. Я все для вас, Вы только не волнуйтесь, только не волнуйтесь. Так сделай, а то ведь я голову сорву. Благодетель. Анна, какая удача! Сегодня поистине счастливый день. Миша, а Владимир? Он уже дома? Господи, как я счастлива. А куда вы так торопитесь? К Долгоруким. Давайте вернемся в поместье. Пообедаем, и вы все расскажете. Простите, Анна, но у Долгоруких меня ждет барышня. Ей тоже не терпится услышать все подробности этой истории. Так вы влюблены? Миша, у вас вид совершенно счастливого человека. Но все же я хочу спросить, вы
сердитесь на меня из-за Владимира. Что вы? Я рад за вас. Я думаю, это всего лишь слова вежливости. А на самом деле, в глубине души вы осуждаете меня за легкомыслие. В таком случае мы оба достойны порицания. Но разве за любовь можно осуждать? Я очень рада за вас, Миша. И за Лизу тоже. А я за вас с Владимиром. В последнее время он очень изменился. Стал спокойнее, рассудительней. Теперь он, конечно, не совершит тех безумных поступков, которые делал раньше. Я уже давно ему все простила. Есть вещи, которые я никогда не смогу ему простить. Страдания, которые он причинил вам, и препятствия, которые он создавал, чтобы мы не были вместе. Владимир не виноват. Это, видимо, наши чувства были не столь глубоки, как нам казалось. Просто мы оба устали от постоянных сложностей. Ни я, ни вы не были готовы к ним. Поэтому и сделали столько ошибок. Может быть. Но с Лизой у вас все иначе. Она славная девушка. Храбрая. Отчаянная. Порой невозможно понять, что она сделает в следующую минуту. Сначала меня это настораживало. А теперь я понимаю. Я не смогу прожить без нее и дня. Ну что ж, я желаю вам удачи, Миша. Удачи и счастья. Мы все его заслужили. И, наконец, дождались. Будьте счастливы, Анна. Поедем? Поехали. Ну. Петр Михайлович. Петр Михайлович, вы были другом моего отца. Когда вы попросили его о помощи, он, наверное, не говорил вам о чести, о достоинстве. Он сделал то, о чем вы просили. Вы ошибаетесь. Ваш отец хотел предостеречь меня от ошибки, но я не послушал его. А вот сегодня он был бы согласен со мной. Вы отец вашей дочери. Ее судьба в ваших руках. Лиза будет счастлива, если в семье установится, наконец, спокойствие, покой. И рядом будет надежный муж. Надежный муж не означает любимый муж. Подумайте, Петр Михайлович. Одна ошибка, и жизнь вашей дочери будет разрушена, как и моя. Вы что, хотите сказать, что в ту ночь Лиза была для вас безразлична? Петр Михайлович, я всегда испытывал к Лизе симпатию. Но я же знал это. Если бы она была вам неприятна, этого бы не случилось, да и она бы не пришла к вам. Петр Михайлович, господи, но поймите вы, что это не повод... Да. Но и не повод для отказа. Любовь – это не только страсть. Это уважение, это понимание друг друга. Но это приходит только с годами. Лиза была несчастна в браке, поэтому она ко мне пришла. Вы понимаете, куда снова толкаете ее? Она не боится сложностей. Она готова выйти за вас замуж. Что?
Это она вам сама сказала? Но как же Михаил? Она слишком поздно его встретила. Нет. Нет, это невозможно. Если Лиза готова сделать больно любимому человеку, то я нет. Я сам должен отвечать за свои ошибки. Тогда придется выбирать. Свадьба или дуэль. Лиза, я свободен. Миша, Миша, я рада. Что случилось? Я надеюсь, это слезы радости. Получила только что письмо из канцелярии государя-императора. Что, плохие новости? Наоборот. Миша, мой брак с Забалуевым наконец-то расторгнут. Лиза. Лиза. Елизавета Петровна, я так рад. Теперь мы оба свободны. Как жаль только, что счастье приходит так не вовремя. Почему этого не случилось раньше? Что? Миша, я должна вам кое-что рассказать, и мне только остается надеяться, что вы меня не возненавидите.